Добрый день, уважаемые зрители. Мы с вами недолго отсутствовали. В предыдущем ролике обсуждали вопрос УШМ машинок нового привода, замены. Но начать, наверное, нам стоит с ролика, который был месяцев 9 назад или 10 назад отснят. Потому что сейчас задают вопросы, а что вы это рассказываете, да, ничего не показываете. А что показывать, когда мы уже все показали? Показали, как работает УШМ-ка, но тогда все это было на уровне как: о, хорошо пилит, о, быстро режет, о, тихо работает. Равно как и о других инструментах, которым мы сейчас заняты, переоборудовываем, устанавливаем новые приводы. Вот все это существовало в субъективной реальности, потому что надо было понять осуществимость этой технологии. Показали, осуществили, ясно, понятно. Но дальше вступает другое правило, потому что вот все это самодельничество, кустарщина, она позволяет проверить принципы, потому что если мы посмотрим, как развивается наука, вот говорят ученые, да? Но если в школу закончил, ты не ученый, тебя никто не учил, учили в институте, учили и так далее. Поэтому что такое ученый? Ученых много, а неучи тьма, как говорят. На самом деле, можно сказать, тот, кто занимается наукой. Что такое наука? Ну, это некие теории. Откуда берутся теории? Из практики. Если практики нет, начинается фантазия. Начинают придумывать всякие небылицы, а потом, когда практика не совпадает с теорией, практику уничтожают. И говорят, так почему? Включаются амбиции. Поэтому я предпочитаю забыть такой термин, как ученый, и склонен полагаться на более точную формулировку людей, которые занимаются деятельностью. Эти люди носят звание инженер. Это инженер, конструктор, инженер, технолог и так далее. Это те люди, которые создают благо, которые удовлетворяют наши с вами нужды и потребности. Есть еще дизайнеры, инженеры-дизайнеры, которые облекают это в форму, потому что это должно быть приятно глазу. Я ж хам по натуре, да, но никак не могу удержаться. Есть такая мудрость, которая гласит: не все то, что приятно глазу, приятно на ощупь. А то, что приятно на ощупь, не всегда приятно глазу. Ну, вот представьте фекалии, да, ну, вот, мягенькие, тепленькие, да, но вонючие, внешний вид неприятный. Зато посмотришь некоторые изделия, ну да, глаз радуется. Толку от них, правда, очень мало. Я часто сталкивался с такими изделиями, которые вот вроде спроектированы, вроде хорошо, а потом смотришь, люди, когда работают, они их держат совершенно по-другому, не так, как придумал инженер, конструктор, технолог, дизайнер. Потому что, ну, некоторые изделия, они просто удивляют своей нефункциональностью. Поэтому мы с вами немножко отвлеклись от темы, но тем не менее мы 9-10 месяцев назад продемонстрировали устройство, которое напоминает угол шлифовальную машину. Потому что она выполняет эти функции, но дизайн ее, отсюда кишки торчат, отсюда провода торчат, но работает. Работает прекрасно. После этих испытаний надо было определиться, а что же мы делаем дальше? Какова задача? Задача стояла перед нами и стоит сейчас, и мы ее сейчас решаем. Это создание привода для электроинструмента и бытовой техники взамен вот такого вот привода, коллекторного привода, щеточным механизмом. Вот на основе этого привода, на основе таких двигателей создаются все современные электроинструменты, практически, за некоторым исключением, и бытовая техника. И когда мы пользуемся, или кто-то пользуется
обычно соседи начинают стучать в стенку и долбить. Прекращайте шуметь. Там режимы тишины вводят. Вот. А когда хозяйки начинают на мясорубках перемалывать мясо, делать фарш домашний, и еще что-то там, сок выжимать, коты все лезут на стенку, на обои, забиваются под диваны со всеми вытекающими последствиями. Мужчины начинают бежать из дома, куда-нибудь пиво попить в тихом уголке. И происходит очень неприятная вещь. Это первое. Второе. Вот этот коллектор, который вот открытый контакт, по которому тут щеточки бегают, весьма неприятная вещь. Весьма неприятная вещь. Потому что он искрит, забивается графитом. Если сюда попадает мусор, пыль, то он быстро выходит из строя. Плюс, когда дома полежит, бывает окисляется в плохих условиях, ну и там искрит, выгорает. Вещь весьма ненадежная, в то же время дорогая. Почему? Потому что вот изготовить вот такой ротор, да, не дешевле, чем изготовить вот такой статор. Ну, входит. Вот статор и синхронный двигатель. Ну, а синхронный двигатель, его ротор вот такой. Но явно подешевле, чем это. Ну, чисто визуально видно, что нет меди, нет коллектора, что здесь пластины, точно такой же вал. Нет вот необходимости изолировать, потому что тут электрические контакты и связь с сетью. Ну, целый ряд элементов отсутствует, поэтому вот это дешевле, это дороже. Вот поэтому была задача уйти от такого двигателя, перейти к асинхрону. Но в то же время такую же задачу решали и другим путем, с использованием высококорсативных магнитов, так называемых, с использованием так называемых BLDC-двигателей. Вроде все хорошо, прекрасный двигатель, но у него есть большие недостатки. Цена достаточно высокая, плюс возможность производства в качестве законченного изделия только в Китае, потому что Китай, если продает во внешний мир магниты, то по большой цене. Он предпочитает продавать магниты в составе изделия. Есть еще одна неприятность, что когда BLDC-двигатель встраивается в кожух, и когда мы его кладем на поверхность, где мы работали, если там существует абразивная стружка, она налипает. И за счет вентиляционных потоков она засасывается туда внутрь, тоже налипает, двигатель клинит. Есть свои недостатки. Всех этих недостатков лишен асинхронный двигатель. Кроме того, на Западе начали вводить законодательство, запрещающее предложение к продаже и ввод в оборот изделия, электроинструмент с коллектором, щеточкой. Правда, они потом отменили, потому что Европа, она долго думает, но потом начинает исправлять свои ошибки. Они ввели, а потом подумали. Подумали, взяли, отменили. Но механизм был уже запущен. Они сейчас тоже отказываются от российского газа, от всего там, от нефти. Ну, мозги включат, посчитают сейчас. За рубли будут платить, будут покупать. Потому что эпоха думающих лидеров ушла. Сейчас лидеры-юзеры. Они не видят причинно-следственной связи. Пока эта связь им, я имею не интимную связь, извините, я имею в виду логическую связь. Хотя там и этого хватает, там сейчас, не зря там ЛГБТ-течение, того взяли за приставание, этому через 40 лет там вменяют что-то там. Вообще это такое непотребство творится. И думаешь, елки-палки, ну вроде взрослые люди, да, занимаются какие-то. Ну поэтому вот и в политике занимаются, сделают шаги там в угоду там каких-то амбиций, а потом начинают чесать голову. И никак не сообразят, а что случилось. И потом говорят, так ты же вот наделал это дело, ну теперь что, исправляй. Кстати, вот почему умные люди лысые, а дураки вот такие как... Потому что он говорит, блин, да что же я наделал, да, это надо подумать, прежде чем это делать. Так что надо думать. Да. Вот. Поэтому мы поставили перед собой задачу
разработать привод взамен вот этого привода. Мы с ним разобрались, он должен уйти в историю. И мы сделали этот девайс, испытали, посмотрели. Да, задача решаема. Задача решаема. Но, в чем было но? Почему такая задержка? Вот перед вами ротор. Вот этот роторок. Это как раз первые машинки, которые мы испытывали. Как он делался? Вот пример, да? Заготовочки, заготовочек. Вот одна заготовочка, вторая заготовочка. Видно, как он выполнен. Да, стерженьки кругленькие, кольца короткозамыкающие. Тоже большие, все это выполнено из меди и выполнено пайкой, твердыми припоями. Потому что с алюминием работать намного сложнее. И когда мы получили результаты, эти результаты нас удовлетворили. Но это видно после обработки. Вот даже если мы поставим, видно, кольца проточены. Тут все это обработано. Все это удовлетворяет. Требования, испытания провели. Подтвердили, что да, создание такой машины, такого привода взамен коллекторного возможно. Дальше стала задача. Хорошо, это технический проект. Сделан по доступным технологиям, но серию в таком виде выпускать, то надо быть самоубийцей или недалеким человеком, либо сторонником делать в гараже. У нас много так делалось, но не те времена далеко. Поэтому надо было сделать технологию, технологическое оборудование, отработать оборудование, отработать технологию, для того, чтобы получать взамен того, получать вот это. Да? Вот оно. О. Это тоже полуфабрикат до обработки. Это тот же самый ротор, как вы видите, но выполнен с беличьей клеткой из алюминия. Для того, чтобы получить вот такую вот вещь, нам пришлось сделать технологическое оборудование, технологическую оснастку, отработать технологию, отработать технологический режим. Вот видите, даже летники есть остатки. Пройти достаточно большой путь, потому что без специального оборудования, вот так на коленке, как эти мы паяли, варили, этого уже не сделаешь. Сделали, получилось. И как результат, сейчас, результат, вот он результат, да? Виден. Мы получили вот такой ротор. Вот такой ротор. Теорема существования осуществимости технологий в наших условиях была доказана. Что же дальше? А дальше уже вступает в действие другое правило, другой этап. Потому что самодельщики на этом и остановились и сказали, я сделал вот такую вещь, работает вот так, клево, я вот включил, я вот видел, я резал, тут это я резал, это лучше, это. Но это все субъективно. Дальше. Наступил этап, когда мы должны были определиться, а каких же результатов мы должны достичь. Поэтому мы взяли, подняли, это происходило раньше, параллельно процессе, ГОСТы на электроинструментах, технические характеристики всевозможные, которые он должен обеспечить. Закупили образцы, они у нас там в цеху лежат. Поставили образцы на стенд. Мы можем сейчас я покажу, коллеги, вот, чтобы было удобно, вот, можно, мы немножко отвлечемся, вот сюда отойдем. Да? Вот я сейчас покажу, чтобы было ясно и понятно, что это действительно так. Вот видите, вот он. Специально сделана была оснастка для установки ушемок и сопряжения их с нагрузочной машиной. И стали снимать характеристики со стандартных изделий серийных. За базу были взяты ушемки
мощностью 2600 Вт, 2300 и 2100 Вт. И вот здесь вот можно прочесть. Можно показать, коллеги, да? И тут сразу же наши метрологи, испытатели лаборатории выдали очень интересную информацию. Как этот самый Иван Васильевич меняет профессию, говорит, а царь-то не настоящий. Вот здесь стоит мощность, указана 2100 Вт. Очень интересно потребляемо. 220 вольт, 50 Гц. Так вот, интереснее всего, что мощность потребляемая из сети механическая или электрическая. Если мы по паспортным данным перемножим вольты на амперы, мы получаем 2100, но уже не вольт, не ватт, а вольт-ампер. Поэтому вот эта вот мощность 2100 потребляемая из сети. 2100, 2300, 2600 потребляемой сети. И она измеряется в вольт-амперах, потому что это устройство обладает своим косином Фи, поэтому это комплексный ток, активный, реактивный, все вместе. Почему-то пишут в ваттах. Ну, то ли мы дураки, то ли одно из двух. Но оказалось, что мы все-таки правы. И пошло-поехало. При снятии характеристик, одни характеристики подтверждались, другие ставили сомнения. Но, тем не менее, наш привод, вот этот привод асинхронный, должен был потреблять не более, чем указано здесь. Не более, чем указано здесь. Но так как мы контроллер сделали для того, чтобы продемонстрировать теорию существования, только доказать, мы доработали контроллер, чтобы он обеспечил очень высокий косинус Фи, низкий уровень реактивных токов. И довели с помощью корректора мощности, ККМ так называемый, корректор коэффициента мощности, либо пик-фактора, значение до 0,998-0,995. Достаточно высокий показатель. И сняли все характеристики. Моменты, какие он развивает, при каких оборотах. И эти характеристики стали для нас базовыми. И наш привод, который встраивался сюда, должен был обеспечивать эти характеристики. И дальше вот мы смотрим, что, чтобы сильно не вкладываться, мы взяли, вот, видно, да, взяли. Вначале мы сделали, не трогали вот этот корпус, мы взяли, сделали длинный вал, поставили, ну вот видно, вот он, что он длинный здесь, да. Вот, испытали, потом сделали вот такие вставки для того, чтобы вал укоротить вот до такого размера, ну, наш, видно, да, там, что он поменьше немножко. Длины совершенно другие. И начали испытывать. Ну вот, теперь вот, если сзади посмотрели, да, и вот отсюда, вот она видно, да, вот сейчас я покажу, вот он, встроенный двигатель. И начали проводить испытания. Поиспытывали. Получили характеристики, превосходящие характеристики коллекторного двигателя. Таким образом, было ясно и понятно, что надо двигаться дальше. Надо двигаться дальше. Потому что вот это все приспособлено, оно позволило нам снять характеристики при больших нагрузках, по полчаса гоняли на номинальной механической мощности, которая на валу с потребляемой. Причем мы сделали как? Вот мощность на валу, на камне, в принципе, на рабочем инструменте, мы обеспечили такую же, которую обеспечивает стандартный коллекторный двигатель. При этом у коллекторного двигателя, у него очень большая просадка оборотов под нагрузкой. Больше 2000 оборотов теряет. У нас потери в оборотах при переходе от холостого хода до номинальной нагрузки не больше 40 оборотов. Поэтому асинхронный двигатель у нас показал более жесткую характеристику. Вот. Поэтому вот этот этап мы прошли. Дальше надо было
делать следующий этап. Испытания в натуральной модели. Поэтому нами было уже изготовлено вот такое вот устройство. Вот такое устройство. Тут вот видно, да, что уже никакого стакана, там же вот такой вот стаканчик стоял, да, вот. Обгрызано уже все тут от эксперимента, вот она была для подшипника. А сейчас мы сделали вот такой корпус, в котором разместился двигатель полностью весь. С каналами, с вентиляторами, тут видно. Вот, обвешен двигатель там датчиками температуры, потому что все это контролируется. Вот, и была сделана под него ручка. Вот такая вот ручка, в которой встраивается контроллер. Контроллера здесь нет. Сейчас ребята, может, принесут, чтобы показать. Вот и уже собрали полностью готовый прототип. Он на тепловых режимах, понятно. Готовый прототип углошлифовальной машинки. И вот в таком состоянии эта машина проходит испытания. При этом контроллер связан со стендом, с аппаратурой, специально через пару, для того, чтобы мы могли менять его характеристики, если надо, настройки, которые необходимы. И вот этот УШМ, вот у него даже видно для сопряжения с валом, специально втулка стоит, проходит сейчас испытания. Испытания на длительную мощность, нагрузки и нештатные ситуации. Поэтому вот начиная с этого момента мы можем говорить, что появился прототип углошлифовальной машины. Все это до этого, да? Это были определенные этапы, которые проходит разработка от идеи на коленочного образца, которые сделаны подручными средствами технологий, с переходом на необходимые технологии, с изготовлением уже по технологиям серийного производства, изготовления узлов, деталей. Тот же самый контроллер, он у нас претерпел очень большие изменения в ходе всех этих испытаний. Также были изменены некоторые компоновочные решения, потому что печатная плата переразводилась несколько раз. Вот, оптимизировались радиаторы для охлаждения, потому что достаточность радиатора либо избыточность его определялась уже практическим путем. Поэтому был проделан очень большой объем работ. Очень большой объем работ. При этом же мы проводили испытания и стандартных машин, потому что для того, чтобы подтвердить характеристики, которые мы должны обеспечить, нам надо было не одну машинку тестировать, а несколько. Точно так же и наших машинок будет несколько испытано для подтверждения параметров, потому что разбросы идут, характеристик от одного двигателя к другому. Вот таких статоров, да, у нас десятки готовых, приготовленных. Роторов тоже. И в предыдущих передачах мы показывали, что ротора у нас с разными валами для разных электрических машин, для разных приборов, для разных инструментов. Поэтому задача состоит в том, чтобы создать универсальный привод, которым может быть оснащена большая гамма как электроинструментов, так и бытовой техники. И на сегодня можно говорить, что привод состоялся. То, что вот сейчас происходит с углошлифовальной машинкой, это дело техники, потому что вот закончив испытания тепловых режимов, все эти 3D-модели могут быть переданы для изготовления уже пресс-форм. Это уже, тут уже понятно. И можно приступать уже к коммерческой части проекта. Потому что на настоящем этапе, помимо испытаний, мы занимаемся расчетом себестоимости при различных партиях производимой продукции в части производства отдельно привода и производства электроинструментов. Также ведется оптимизация
цены по элементной базе. Я не исключаю того, что контроллер будет претерпевать некоторые изменения в плане снижения его себестоимости. Это тоже возможно без ухудшения его качества, потому что сейчас мы с поставщиками ведем активную работу, и вот в частности с Виктором Арестовым активная работа идет по комплектации. Ведется очень-очень большой объем работы. Очень большой объем. И я надеюсь, что мы уже в скором времени, но не более чем в июне месяце, продемонстрируем эту работу в реальных условиях этих устройств, хотя это уже, как говорится, значения не имеет, потому что основное это то, что мы получаем характеристики на стендах, потому что столь жестких условий работы по нагрузке, по перегревам устроить в реальных условиях несколько сложновато и затруднительно. Если мы берем ГОСТ, смотрим, в ГОСТе указано, что под максимальной нагрузкой УШМ должна работать полчаса минимум. При нормальных климатических условиях, при этом узлы, детали не должны перегреваться выше допустимых температур по классу нагрева термостойкости, целый ряд параметров как для контроллера, так и для самого двигателя. Но вы прекрасно понимаете, что за полчаса любой камень абразивный вы сотрете до самой шайбы. Это однозначно. Вот. А особенно то, что у вас обороты не теряются, соответственно, за счет этого производительность у вас выше. Вот и с этой производительностью, конечно, работать будет интереснее. И сейчас мы только можем, как по ассоциации, по собственному восприятию оценивать уровень звука, шума. Но шумы в основном исходят от редуктора сейчас нашим приводом и от работы инструмента. Поэтому сам двигатель, коллектор уже не орет страшно. Ну а качество редуктора это уже, извините, зависит не от нас, это от поставщика. Я думаю, что сейчас бренды, которые работают по выпуску комплектующих для ушемок, вынуждены будут задаться вопросом, каково качество должно быть шестеренок при таком приводе, чтобы не шумели. Если раньше шестеренки не слышно было за шумом мотора, сейчас слышно. Сейчас слышно. Ну и что еще хотелось добавить? Это то, что в ближайшее время мы вам продемонстрируем, покажем еще другие решения. Будут отдельные ролики без комментария работы на стенде. Может быть, даже с комментарием, чтобы вы посмотрели технические характеристики. Следите за сайтом sovelmash.ru. Там есть раздел испытания. Там выложены протоколы уже на стандартные. Скоро появятся протоколы и на эту машинку, вот такие, на наши машинки, sovelmash'овские. Вот, потому что тут же нам надо будет и на 2300, 2600, 2100, 3 модификации будут ушемок. Но при этом мощность, конечно, вот вопрос стоит, мощность какую указывает? 2600, потреблять-то она будет меньше. При том, что механический момент, механическая мощность на валу на инструменте будет выше. Как быть? Как маркировать, чтобы люди не путались? Единственное, конечно, что надо, это уже выводить эту машинку под другим брендом, под другим наименованием, потому что человек, когда открывает, он хоть инструкцию почитает, а чем она отличается, и тогда прочтет. И там надо будет в первых строчках сразу же разъяснить, что она равна по механической мощности, по характеристикам. Вот такой машинки, но потребляет вот столько. Поэтому просим не путать. Следите за роликами. Их будет достаточно много про оборудование, потому что на подходе еще инструменты, еще оборудование. Я думаю, мы вас порадуем. Хотелось бы, конечно, порадоваться другому, что все эти изделия
начали производиться серийно. Ну, если самим производить, нам надо достроить то, что начато в Алабуше на площадке номер 16. Либо, как говорится, вступать в аффилированные взаимоотношения с другими заинтересованными лицами, юридически. И, может быть, даже не российскими. До новых встреч, берегите себя. Скоро еще продолжим. До свидания.